Сегодня я расскажу про почти идеальную вспышку от Godox. Почему вам нужна или не нужна вспышка с круглой головой. С вами Очагов, здравствуйте. Со вспышками Godox я познакомился в 2018 году. Я взял на пробу две 860, отснял с ними одну свадьбу и просто влюбился. В течение 3 дней после я устроил набег по магазинам электроники оранжевой сети. Я объехал всю область и купил себе все, что было в наличии. В итоге сейчас их у меня 6. Преимущества этих вспышек нет никакого смысла называть, но если вкратце, то это отличная система синхронизации, стабильная работа, литий-ионный аккумулятор, игнорирование изначальных систем при работе по радиоканалу, скорость перезарядки, надежность и так далее. Итак, Godox V1 ведущее число 76. Зум изменяется в диапазоне 28-105. Аккумулятор стал чуть меньше, 18 Вт-часов против 22 у предшественника. Поменялся и формат батарейного отсека. Теперь это сквозная ниша, куда аккумулятор вставляется туго, без люфта. И никаких щелей нет. Возможно, это было сделано для лучшего отведения тепла. Тепла, кстати, должно быть много, ведь работа этой вспышки подразумевает перезарядку на полной мощности всего за 1,5 секунды. Однако еще есть минус. Аккумулятор не только потерял в емкости, но и поменялся форм-фактор, а стало быть, зарядное устройство тоже изменилось, что не очень круто, когда у тебя есть 6 зарядок для 860 вспышек и одна для V1. Фактически 6 штук никогда не используются, 3 всегда лежат дома, по одной в каждой фотосумке и один дежурит в машине на всякий случай. А тут одна зарядка, и очень не хотелось бы забыть ее дома перед важной съемкой. Но из приятных моментов: она умеет заряжать аккумулятор от пауэрбанка и вообще чего угодно, к чему можно подключить Type-C. Итак, самая главная фича V1 — это круглая голова. На форумах говорят, что в теории она должна давать более мягкий свет. Но это ведь не так работает. Мягкость света зависит от соотношения площадей источника света и объекта съемки. Чем больше источник света или меньше объект, тем мягче свет. Тогда зачем она нужна? В общем, при использовании в качестве контрового света или подсвечивания фона, форма источника света очень важна. А на прямоугольных вспышках часто можно встретить неравномерное распределение света и явные прямоугольные границы. С круглой головой такого нету. Световой рисунок сильно ровнее и можно делать аккуратные градиенты. А еще при съемке на отражение ширина светового пятна при вертикальных и горизонтальных кадрах не изменяется. Профессиональные репортажники поймут, о чем речь. При съемке вертикально с прямоугольной головой пучок света уже, что отражается на качестве освещения объекта съемки. Проще говоря, при высоких потолках порой проще сделать 2 людям портрет горизонтальный, а потом уже скадрировать при обработке вертикальный, лишь бы свет ложился ровно. Еще есть фишка, что в вертикальной плоскости угол головы меняется в минус 30 градусов. Опять же, для репортажа это плюс, не нужно вращать голову, чтобы кинуть себе свет за шиворот. Еще из нововведений есть момент, что минимальная мощность вместо 1/128 теперь 1/256, и шаг изменения мощности составляет 1/10 против 1/3 у предшественников. Однако для быстрой смены мощности на депаде можно нажимать вверх и вниз, и тогда мощность меняется стопами. Также стоит отметить режим TCM. Пример: ты приходишь на площадку, делаешь один пристрелочный кадр в режиме ETTL, видишь, что вот так нормально, нажимаешь кнопку TCM, и она переходит в мануал с настройками с последнего пыха. И вне зависимости от меняющихся условий съемки ты уже будешь иметь настройку, которая уж точно будет выбивать объект съемки. Классная фишка появилась и в меню — это режим сканирования. Так уж получается, что в разных местах есть разный уровень загрязнения радиоканалов. Это и радиомикрофон ведущего, дистанционное управление концертным светом, да и просто шум от сигналов Wi-Fi в здании. Этот режим показывает, какие каналы взять предпочтительнее в данной локации. В Godox V1 поменялся чехол. Теперь он имеет лямку для крепления на ремне на липучках. Объяснять нет смысла, просто удобно. Также стоит отметить быстрый зажим на горячем башмаке. Довернул до щелчка, и она намертво зафиксировалась. Нажал кнопку, повернул, снял. Быстро, удобно и безопасно. А то бывает, когда не докрутишь зажимное кольцо, и тогда вспышка может выпасть из софтбокса, либо с камеры. Или на кураже ты можешь затянуть ее так сильно, что после съемки его фактически не открутить. Менялся и мастер режим синхронизации в условиях, когда вспышка установлена на камеру. Управлять удобно, и относительно предшественника вспышка теперь разделяет мастер вспышку, что на камере, и вспышку группы А. На прошлой вспышка группа А и мастер вспышка — это был один канал. Однако на этой вспышке можно управлять всего 3 группами против 5 на предыдущих вспышках, поэтому здесь намечается некоторый даунгрейд. У V1 есть очень прикольная история, у нее на голове есть магнитный держатель для аксессуаров.
На голову одним движением можно поставить диффузор, рефлектор, соты или цветные фильтры. У меня такого набора нет, он докупается отдельно, возможно я его приобрету, а возможно нет. И еще завезли регулируемый моделирующий свет. Делается он за счет маленького светодиода мощностью всего 2 Вт и цветовой температурой 3300 кельвинов. Разбавить репортаж таким светом или включить его в качестве подсветки автофокуса, что важно для владельцев беззеркалок, особенно когда вы снимаете в следящем автофокусе, то почему бы и нет. Теперь поговорим о минусах. V1 зум лампы возможен в диапазоне 28-105, когда у большинства вспышек на рынке с прямоугольными головами есть 24-200, а у 860 без использования встроенного диффузора есть положение 20 мм. В общем, если будете снимать на сферширик, то заметьте виньетку по краям кадра. Лечится как раз магнитным диффузором. И самый главный минус. Эту вспышку ты ни в один софтбокс не вставишь. Неважно, дешевый у тебя Godox или же в моем случае с MDV-60. Отверстие сделано прямоугольным. Решение, кстати, есть. Скоро я выпущу ролик про интересный октобокс, предназначенный в том числе и для V1. Выводы. Эта вспышка может стать заменой трансмиттера X Pro. Работать практически так же быстро и удобно. Правда, при условии, если у вас есть не больше 3 дополнительных вспышек. Она лучше во всех деталях, чем 860. Проведена работа над ошибками и модернизация фич. Однако, если у тебя уже есть 860, то срочно менять нет никакого смысла. Докупить дополнительно? Почему бы и нет? Но если докупать дополнительную вспышку, то можно присмотреться и к AD200. Она немного дороже, в 3 раза мощнее, и можно ставить разные лампы, в том числе и круглую голову. Но на камеру, например, поставить AD200 нельзя. Мне же после переезда с Canon на Sony нужна хотя бы одна нативная вспышка на башмаке. Поэтому мой выбор и рекомендация V1. Если же нету 860 вспышки и хочется попробовать Godox, то это отличный вариант. Но если купите одну вспышку, я вас уверяю, вы купите и все остальные до того количества, сколько вам вообще потребуется. Благо стоят они относительно фирменных вспышек в разы дешевле. Шутка ли, свой первый комплект из 860 вспышек я собрал по цене одной новой Canon 600EX RT. На этом сегодня все. Клянчить лайки и подписки не буду, просто скажу, что скоро будет еще интересное видео. Ну а с вами был Очаков и всего доброго.